Здравствуйте, друзья. Это был Керган, и я вернулся в Arcanum. А Арронакс пока еще не вернулся сюда. Поэтому сейчас нам нужно остановить его и телепортироваться в пустоту. Ну, то есть наоборот, сначала телепортироваться туда, а потом встретить его и уничтожить его или как-нибудь, ну, чтобы он не возвращался. Are you prepared to face Arronakс? Да, Насрудин, я готов. Then it is time. May your gods accompany you to the other side and help you to stop Arronakс. They had better, or we are all in for a bit of trouble. Давайте интеллекта, потому что теперь я могу вызывать 5 орков, если что, мне это потребуется. Вот я получил задание. Остановить Арронакса. Давайте его остановим уже, друзья, собственно говоря. Время пришло уже для уже битвы с главным злодеем. Но на самом деле, друзья, я тут еще до записи вот видите, у меня меньше стало золота, потому что я решил все-таки вне записи я еще раз пробежался по мудрым женщинам и другим торговцам, чтобы починить свое оружие, доспехи и побольше купить зелий. И вот теперь у меня даже их стало больше. Если что, у меня есть еще мази 4 штуки. Но я думаю, что хватит все-таки. И для Перримана, я вот Перриману все-таки продал его меч проклятого огня, потому что он постоянно отнимал у него ману. Точно так же, как и сапоги эти, которые вы видели в предыдущей части. Я тоже решил их продать, потому что, ну, и то, и другое, потому что это слишком, ну, абсолютно никуда не годится. Можно, конечно, вот такую вот булаву дать Перриману. В принципе, у меня есть такой вариант еще, что вот эти вот робы можно выбросить вообще. А у Магнуса или у кого там есть вот такая вот кольчуга. Ой-ой-ой, нас уже замечают. Давайте под... Это совершенно я опоздал, видимо. Надо в какое-нибудь укрыться место, чтобы нас не замечали. Тут такие вот ящерицы. Ящеры такие. Ну, видите, как тут Перримана могут уничтожить легко. Поэтому давайте уже куда-нибудь в портал бросимся вот сюда прямо. Бежим! Вообще, друзья, из этого места, если вы попали в пустоту, то отсюда, то есть, невозможно вернуться обратно в Арканум. Вам придется только загружаться с последних сохранений и, ну, что-нибудь еще можете сделать там. То есть вы не можете отсюда выбраться. What is it that you want? Поэтому надо как-то... Оружие Перриману я уже дал, а вот пусть у Вирджила пока полежит это... Простите. Смокинг. Ну вот теперь, я думаю, места хватит. Для этой кольчуги. Я думаю, что хватит все-таки.
Если он не будет против. Если Перриман не будет против. Ну, я думаю, ему тяжело не будет, поэтому... то есть он, в принципе, должен быть хорошо вооружен. Так, а у кого еще есть место? Ну, даже вот такой древний меч можно дать. Ой, нет. Перриману, конечно. С Арронаксом мы скоро встретимся, и я помню, что вот тут есть целая система порталов, целая такая вот очень много тут таких вот проходов телепортирующих. Ой-ой-ой. Такие звуки, я не люблю такие звуки, когда отнимается мана. Тут какие-то медузы, но я не буду с ними сражаться. Вот. Spirit Snake. Hold there. What's your business here? I'm here for Arronak's. Get out of my way. Yes, of course. We were told to expect visitors. Arronak's is inside. Feel free to enter and speak with him. Thank you and good day. Я собираюсь пройти к нему и очень серьезно с ним поговорить. И... тут какой-то он оболочки в сфере зеленой. Yes? What is it? Arronak's, I presume. Your presumption is correct. And who might I have the pleasure of addressing? I am cool kid. Well, what brings you to my corner of oblivion? Enough with the pleasantries, Arronak's. I'm here come to stop you. Interesting. And just what is it that you are going to stop me from doing? I have so many things on my social calendar these days, it is difficult to know which you are making reference to in particular. I will not permit you to escape the watch and return to Arcanum. Я не позволю тебе вернуться в Арканум из пустоты и бежать вот отсюда из пустоты. You will not permit me? How droll! You really have absolutely no idea what you are involved with here, do you? To be honest, I have become involved in events beyond my control. That is a feeling I have much familiarity with. Sometimes I feel that my fate was decreed from an early age. You are here because of your actions, not some cruel twist of fate. Do not misunderstand me. I take full responsibility for my actions. Though, how are one's actions determined, really? How is our view of the world shaped? Mine was shaped by arguably the most powerful individual in the world, my father. He raised me on tales of the righteous superiority of the elves and the destiny that brought us to rule over all the races. Он рассказывает, как, то есть, он полностью осознает свою вину, то есть он, I take full responsibility for my actions, как он сказал. Ну и вот, тут рассказывает он о своем отце, Назрудине, как он его воспитывал. I don't think it was Nazruddin's intent that you destroy a whole city. What did he expect? He shoved a young, immature, inexperienced fool into a position of immense power and set me loose on the world. Why didn't he stop me? He should have stopped me. Wait, are you trying to tell me you feel guilt over what you did? То есть ты хочешь сказать, что ты признаешь свою вину в том, что ты сделал? Most certainly. I have had 2,000 years of my grievous errors and judgment replaying themselves in my mind. One tends to grow a bit of a conscience in all that time. Да, он признает, действительно. Да. Я тут немного кашляю, дорогие друзья, но ничего. You'll excuse me if I don't believe you are overcome with guilt. What you do or do not believe is of no concern to me, my friend. Come out of your shell and we'll settle this right now, friend. You fool! You think this is my protection? This is my prison!
I've been trapped inside this shell for nearly 2,000 years. What? That's impossible. This must be some sort of trick. То есть он говорит, что это вот сфера вот эта, в которой он вот заключен, это его тюрьма, оказывается. I assure you, it is not a light-hearted jest, though I wish that it were. I have been trapped here since soon after I was banished to this realm. То есть он был заключен сюда еще вот в эту оболочку еще, ну, вскоре после того, как он, как его отец Насрудин, он его изгнал сюда, в пустоту. И потом его вот сюда вот определили в эту оболочку. Likely to have possibly trapped someone of your power here. This is Kerghan's doing. When I first came here and realized what he was becoming, I attempted to stop him. Our battle was intense, yet brief. As you can see, I was not the victor. Это сделал некий Kerghan. То есть Арронакс пытался остановить Kerghana, этого некроманта. И они сошлись в битве, но Арронакс проиграл. И таким образом Kerghan его заключил вот сюда, в эту оболочку. И то есть Арронакс, он, видимо, он сначала изгнал в пустоту Kerghana этого, а потом Арронакса изгнал в пустоту его отец. Why didn't he kill you? He wasn't powerful enough. He held me with this binding magic when I was regenerating. It looks as if I was correct as to the effects of his experimentation, though. His dark magics have transformed him hideously, in body and spirit. What happened when you had him banished? Что случилось, когда ты его изгнал сюда? Nothing, strangely enough. He went quietly to his fate. Sounds like a coward to me. I wouldn't attribute his attitude to cowardice. He was resigned to his fate. Somewhat like me, he would not change his course or compromise his beliefs, regardless of the inevitable outcome. His brilliance was such that I don't think any of us understood what was going through his mind, actually. It almost sounds like as if you admire him. Fascination would be a more appropriate term. I am intrigued by the workings of his brilliant, twisted mind. Have no doubt, though, I would destroy him without a second thought, were the opportunity to present itself. Do you think he could be behind all this? Расскажем историю эту. Being that I am trapped in here, my opportunities to get information are, shall we say, a bit limited. On the rare occasion Kerghan has deigned to visit me to play his intellectual games, he has dropped some veiled clues that might make sense in light of what you've told me. If I had to hazard a guess, I would say Kerghan is impersonating me. To what end? It sounds as if these dark elves you mentioned have patterned themselves after the misguided philosophy of my youth. They are proving to be powerful allies in his quest to return to Arcanum, it seems. I doubt they would be willing to help Kerghan the Terrible return to exact his revenge. То есть вот эти вот темные эльфы, они думали, что они помогают Арронаксу. То есть они как-то хотели его обратно в Арканум вернуть. Но Kerghan этого не позволял им. Ну, я так понимаю. So, Kerghan is the one I'm here to stop. That would appear to be the case. If you were able to facilitate my release from this prison, it would be my pleasure to help you destroy Kerghan. Понятно. То есть он предлагает мне помощь, если я его освобожу отсюда. Of course, I will help you. How can I get you out of here? Ну, скажем правду. Вот так вот. I'm afraid I do not know. I do not believe Kerghan could maintain this from a distance, so there must be something near here. There are still things I need answers to. What are your questions? Where is the Black Mountain clan? I do not know. I would assume the gate they are building is located somewhere near Kerghan's castle, though. То есть вот поселение клана Черной горы, вот этого
Они находятся где-то здесь, в пустоте, вот неподалеку от замка Кергана. Туда я попытаюсь сходить, конечно. Если не получится, тогда, ну, можно сразу направиться к самому Кергану. What can you tell me about the void? I do not know much, but what I do know is that there used to exist some sort of civilization here, and the world was not broken up into distinct land masses. I do not know if some ancient war destroyed this realm, or if it was the doing of one of the heinous villains the Council banished. I'll ask you a few more questions. What is it that you wish of me, then? Ну, в общем, нужно освободить Арронакса, видимо, из этой вот оболочки. Effect Arronak's release from the Magick that binds him. Я помню, друзья, что для того, чтобы освободить Арронакса отсюда, из этой вот сферы, нужно уничтожить эту змею. И давайте это сделаем. Они тоже будут принимать участие, вот эти стражники. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не бейте меня. У меня довольно мало здоровья, хотя ладно. Ну, в любом случае, мы освободили теперь Арронакса. Ну вот. То есть нужно уничтожить эту змею, которая там... дух змеи, который там ползал. Many thanks for releasing me from my horribly lengthy incarceration, sir. I am at your service. It is high time we showed Kerghan the error of his ways. Let us send Kerghan off to that death he finds so compelling, shall we? How do we find Kerghan? Где можно найти Кергана? Как его можно найти? I do not know. There is a portal in the room behind me. Perhaps we can use it to travel to the other parts of the void. Let's go. Ну вот, уже 8-й спутник по счету, Арронакс, 50 уровня. Ну вот у него 80 тысяч единиц следующего. Ну, вообще это не важно совсем, он максимального уровня. Он уже все практически прокачал. Ну, у него много здоровья и маны, но в ближнем бою он довольно плохо сражается. Не настолько хорошо, как, например, Берриман, наверное. Хотя, ну... В общем-то, какие он заклинания изучает? Огня, сферу огня, силы. Ну и все. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы сразиться с Керганом. Я думаю, что там тупик, если не ошибаюсь. Ну да, там делать нечего. Как у меня много спутников, уже можно пролистать вот так. Ну да. Ну, в общем, вот это вот то самое место, куда мне сейчас нужно идти, и... What may I do for you? Давай поторгуемся. У него нет никаких вещей. Я, конечно, могу ему дать что-нибудь такое, ну... Я помню, что вот... Ну вот мы снова вышли на улицу. Тут, ну, точнее, некое подобие улицы в пустоте. Ну, такое... то, что можно назвать улицей. Тут есть портал такой, но мы сейчас пойдем в этот замок. Эти невозмутимые стражники, они... нет, они, наверное, не будут пускать нас. Наоборот. What, you have brought the enemies of the master to his very door. You will pay for this outrage. Not before you do... Ну все. Ай, почему я... застрял между ними. Ну ладно. Давайте зайдем вовнутрь. О, там еще жестче. Стражник забегал туда-сюда. Все отравлены. На Виржилу некогда лечить.
И Перриману тоже. Ну вот, вроде бы как вылечились уже. Я так полагаю. Я говорю, стражник, ну, который бегает, ну, туда-сюда. А это, оказывается, Перриман вообще-то. Да, друзья. Просто, ну, здесь никаких других стражников нет, кроме вот таких, которые мы сейчас вот только что уничтожили. Shadow Warrior. Темные воины. На Перриман он просто, ну, в такой вот кольчуге. Это в такой вот кольчуге, которую носят обычно охранники. Ну ладно. Я думаю, что, ну, здесь, конечно, ждать невозможно. Но давайте попробуем подождать на улице. Ну, здесь можно, конечно, вот так вот поспать. Это очень хорошо. Потому что... Отсюда, конечно, никак не выбраться из пустоты. Ну, я, в принципе, возвращаться не хочу, потому что я уже все сделал, то, что мне нужно. Давайте посмотрим, что там. Закрытый сундук. Но, видимо, с той стороны тоже симметрично расположен. Это сундук древний. Ой. Кстати. Так. Ну, в принципе, я знаю, что это за место такое. Давайте пойдем дальше. Ой-ой-ой, друзья. Я помню этих врагов. Blood Spirit. Кровавый дух. Это просто невероятно какой мощный противник. Я помню их. Они слишком много здоровья отнимают, поэтому нужно срочно бежать от них. Вы сейчас убедитесь. Вот, видите, они вызывают огненных элементалей. Секундочку. Ну, я думаю, что, в принципе, я пошел по правильному пути. Тут, конечно, еще вот эти вот чемпионы, эти темные. Да убейте этих чемпионов уже. Ну вот. Все-таки мы справились с ними, но я так полагаю, что больше мы не сможем вернуться на поверхность, потому что это слишком будет опасно. Потому что там эти кровавые духи, я с ними разбираться не хочу. Ой, а там их несколько, представляете? О, сколько же можно? Успокойтесь все. Ну все. Только вот у Перримана мало усталости осталось. What may I do for you? What is it that you wish of me, then? What may I do for you? Я так полагаю, что... Ну, в принципе... Так, Перримана, я же дал ему этот меч. Что же это такое? Ну ладно. Но если что, то у меня есть зелье маны. И Перриману отдам зелье некоторые. Тут есть еще один телепорт. Давайте сначала пойдем вон туда. А это закрыто. Industrial Salvage. Тут, видимо, какие-то вещи, эти ящики хранятся.
Но, скорее всего, нам дорога вон туда. Stone door. Такая каменная дверь, хотя похожа вовсе, ну, не на камень даже. Точнее, она сделана из камня, только ну, так раздвигается. Раздвижная дверь. Тут надо почаще сохраняться. Так. Никаких кровавых духов поблизости нет. О, я тут вижу гномов. Видимо, это клан Черной горы. Гномы клана Черной горы. Те самые. Тут ничего нет. Bloodjunner, как-то, ну, примерно так можно сказать. Они как-то называются. Скорее всего, я с ними сражаться не буду. Просто буду пробегать мимо. Потому что только так я и смогу с ними справляться. Вообще можно вызвать 5 орков. Прямо 5. Стесняться нечего, поэтому я думаю, что вот так в 5 и еще несколько бутылок ману выпью, если что. Вот теперь нас уже сколько? Я 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и плюс 5 огров, 13 персонажей всего. Так. Все живы? Все хорошо? Ой, только вот у меня что-то с усталостью плохо. Надо отдохнуть как-то, но я не знаю как здесь. Тут гномы есть, можно их как-то к ним зайти, наверное. Но у меня нет никаких ключей. Абсолютно. Видимо, здесь никакой дороги нет, потому что, ну, я не знаю, где можно найти ключ. К этим дверям, ведущим в эти спальни. Ну что ж, давайте приготовимся к еще одному сражению с этими монстрами, этими берсеркерами. На этот раз это берсеркеры. Насколько они будут опасны, мы сейчас узнаем. В конце концов, у меня есть зелье скорости, несколько штук. Но он не так уж на самом деле опасен, как можно предполагать. Ну вот. Арронакса чуть было не уничтожили, но все-таки Virgil его вовремя прилечил. Ну и Перриман тоже. Вот и хорошо. Так, кто здесь нас ожидает? Вот разве что здесь вот. А их там
там несколько. Их 4 там, если не ошибаюсь. Арронаксу надо что-нибудь дать. Например, вот. Ну ладно, мне тоже она пригодится, усталость. Вот эту камеру Тревора Линвуда я оставлю здесь. How can I help you? What may I do for... Ну, подойди, пожалуйста, Пул Керган, что-то такое-то, ну... Ну ладно, попробуем так. Я, конечно... Ну, можно, в принципе, побегать немного по этим подземельям, по этому замку, и набегать себе побольше усталости, чтобы было. Я так полагаю, давайте лучше пробежимся вон туда. Long have I waited for your arrival, and finally this moment has come. I am Kerghan, first of the necromancers, voyager in the lands of the dead. Это Kerghan, дорогие друзья. Вот он. Главное зло Арканума и вообще, ну, человечества всего, которое живет в пустоте. Ну, давайте выясним, какова его роль во всей этой истории. I see. Not exactly the person I originally expected. I would think not. Although the presence of Arronak's tells me you already know much of my tale. At least as much as he deemed necessary in order to bring you into his confidence. He told me enough. I have come to put an end to your madness. Powerful you are. Very powerful. But remember the lesson I once taught you. Remember that. And listen to the words I have to say. Very well. Your time is short. These words will be your elegy. My life, in the world you call Arcanum, seems so very distant. The memories clouded like those of a child. And a child I was then, probing the darker magics, given glimpses of the truths yet to come. The council knew the evil of those magics. Look at you. Yes, look at me. And what do you see? A monster? An abomination? You've no idea what I've discovered. You see with eyes tainted by life, and all which that accursed state embodies. My vision is clear because of those magics you hold in disdain. And the Council, it is they I have to thank for it. Why? Because they punished you, tried to stop you. In your world, your Arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. Это некромант Kerghan. Это такой великий, могущественный, такой вот злодей. Но, видимо, он собирается уничтожить Арканум. То есть, как вы поняли уже, и Арронакс тоже говорил об этом. I don't understand. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years, and yet I've aged not at all. I feel as I did the moment they sent me here, or as when the Dark Elves first called to me. Do you now see? Here I can do everything I did in your world.
but I am unfettered by the chains of mortality that time hangs upon us. Fine. Then stay here and leave our world be. I truly wish I could. My reasons for returning aren't what you'd think. I had no aspirations for power or domination like your companion Arronaks did. Aspirations that I became the victim of. No. Those are the motivations of the living, and I no longer place myself among them. Then what? What is it you want? If only I could show you the places I've seen, you might understand the things I say. I've been to the desolate lands, wandered by those souls who still see the lands of the living, but wear the cloak of the dead. Blind to their own ends, they cry, passing through one another like shadows in the dying light of day. I've traveled to where souls rot in torment, pierced with the jagged shards of life and vision, clinging to memory, regrets of the flesh. I saw that this prison was of their own making, and the key was in unknowing, in release. And still, I traveled on. And finally, I came to the place where souls go to die, where the mirrored and worn spirits fall into an endless sea of gray, mirrored glass. And I lowered myself within, and lay there among them, and I almost did not return. And do you know what I found there? There, among the silent and battered shells of the innumerable? Peace, enlightenment, truth. Only then did I realize that this place, this life, is an abomination, a horrible distortion of the natural order. This life, who mothered pain and fear and envy, these twisted children who exist only because we are here to feed them, to nourish them. This life, this afterthought, a disturbance, a mere ripple in that great, dead sea, not even the cause, but merely an effect, sending these souls upward, screaming for release from the day they are torn from their waters. The effect of what? I do not know, nor do I care. Have you ever spoken with the dead, called to them from this side, pulled them from their silent rest? Do you know what it is that they feel? Pain. Pain when torn into this wakefulness, this reminder of the chaos from which they had escaped. Pain at having to live. There will be no more pain. There will be no more chaos. I see your soul, traveler. It screams, tattered and spent. Do you feel its pull? Do you hear its wailing? It is within my power to calm these waters, and that is what I shall do. I suppose that's a different sort of way to look at things. Hold on a moment. Might I speak with you? Of course, Virgil. What he is saying, it's not completely untrue. I've seen the places he speaks of, felt the peace and serenity of that great dead sea. It's not something I'll ever forget. What are you saying, Virgil? Do you agree with Kerghan? То есть это то, что сказал Kerghan, это все его вот эти размышления, ну, о том, как он жил в пустоте, ну, то есть ну, он о таких высоких философских вещах говорит, конечно, как вы уже, ну, могли понять, дорогие друзья. Ну вот, Virgil хочет сказать. Of course not. I made my choice a long time ago, and I choose to stand with you. Yes, there is pain in life, pain and loss and sorrow. But there is also joy and the pleasures of growing and learning. You can't have one without the other, and I wouldn't want to sacrifice either.
But in the end, I stand with you, whatever your choice. Thank you, Virgil. As for you, Kerghan, I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. There will be peace. There will be quiet. Life will no longer be. And so I go to Arcanum to be an end to it. And then I will join the souls of the dead when it is done. I see, you are really quite mighty now. Am I? It all depends on your point of view. Take yourself, for example. You've been told from the beginning of your adventure that you're the second coming of Nasrudin, the return of the living one. Do you believe it? То есть он спрашивает меня... то есть вот возьми себя, к примеру. Тебе было сказано вначале, что ты путешествуешь... ну, то есть, во время твоего путешествия было сказано, что ты второе... ну, реинкарнация Назрудина. Возвращение... ну, избранного такого. Ну, то есть, living one. No, I think it's all a bunch of drivel. As well you should. There are no prophecies. It's just the nature of living things to want to conform their existence to a foreseeable pattern, to attempt to exert control over the chaos that surrounds them. Life by its very nature disallows this. Life is an accident, the result of random chance. Therefore, its nature can be no different. Да, наверняка мы будем с ним еще очень долго разговаривать, но... давайте еще поговорим немного. Get to the point. What does this have to do with your insanity? There are those who would look at all that has happened to you, and then look at you, and call you a madman for not believing in the prophecy. Your opinion is based on what you have seen, what you know. My perceptions on the nature of life and death are no different. Perhaps, but my opinion doesn't threaten the wall of creation. That only bothers you because you see your creation as the natural order of things. I've told you it's only the effect of a meddler, the incoherent scribblings of a child. It's not meant to be. I suppose it's possible you are correct. And why not? I realize that you follow the way of the righteous, or at least that's the role you've decided to play. But you've yet to see the other side. Follow me, and I'll show you things you've never imagined. То есть он хочет, чтобы я последовал за ним, послушался его. Но я даже не знаю, что сказать, друзья, ему. Но вообще здесь есть три варианта. То есть либо уничтожить его, и тогда все будет хорошо. То есть это, ну, концовка положительного персонажа, ну, хорошего, то есть. И тогда Арканум будет спасен, и все, ну, все будет прекрасно. А если я, например, ну, могу вот сейчас вот порассуждать с ним очень долго об этих вот таких высоких материях, вот всяких рассуждениях, то можно его настолько уговорить, что он может не выдержать и, ну, самоуничтожиться. Ну, я все-таки как-нибудь выберу, наверное, добрую такую сторону, конечно же.
Ну, допустим, сначала я скажу вот так. Your offer is tempting, perhaps. Are you daft, man? Are you not listening to what this madman is proposing? He will kill every living being in both realms, including you. Ну, давайте все-таки я попробую сделать так, чтобы уничтожить Кергана. You're right. What has put an end to this lunatic and his ravings? I shall send you to that great dead sea, and then you shall know. Ну вот, друзья. Давайте, бейте, избивайте его. Но дело в том, что, вот, друзья, мне нужно сейчас вообще-то использовать устройство Виндигрота, поэтому давайте сначала вот я положу его куда-нибудь вот вместо этой камеры, можно вообще ее выбросить. 4 клетки как раз. Вот. Устройство Виндигрота. И теперь я думаю, что в принципе можно как-нибудь, ну, побегать немного, чтобы у меня усталость побольше было, ну, стало. У Арронакса, конечно, мало усталости сейчас. Ну, я выбрал такой вариант, что он, ну, чтобы уничтожить его окончательно. И, скорее всего, ну да, вот оно, устройство Виндигрота. У меня только 6 бутылок зелья. Но я дам вот Согу, собаке, Чаке. Кому еще? Сильному такому. Ну, Магнусу можно. Ну, Вирджил вряд ли может что-либо такого. Он не настолько сильный, как... Нет, нет. Сейчас пока я на реальном времени. В реальном времени сейчас с ним буду. Так. Although very, perhaps my studies were of the souls of the dead. Once I had seen the and here, this place, this my true. If only I could show you the places. Вы, друзья, это уже видели. I see your soul. Hold on. What? I can no longer tolerate the atrocity. Am I? It all depends on your point of view. Take yourself, for example. As well you should. There are those who would look at all that has happened to you, and then look at you. That only bothers you because you see you. Ну вот теперь давайте, друзья. Dead sea, and then you shall know. Так, ну у меня уже, видимо, закончились эти... Да, вот это, конечно, очень жестоко. Вообще мне не нужно было ни в коем случае. Ну вот, так. Подбегать назад, потому что успел кое-как. Так, никто не пострадал сейчас. Так. Можно собаке дать вот так, да. Это будет очень хорошо. Но если что, у меня есть свиток воскрешения. На самом деле, я склоняюсь к тому, что Kerghan, он все-таки...
он считает, что... Ну, он хочет разрушить Арканум, уничтожить его. И, ну, в общем-то, есть разные варианты. Ой-ой-ой, вот теперь он на Вирджила переключился. О, сколько тут. А, я не успею. Ай. Ну, как вы уже поняли, это один из вариантов решения этой проблемы. Вообще, ну, концовка игры, то есть она именно в этом и заключается, что можно поступить по-разному. Ой-ой-ой, тут уже этот... Ой-ой. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое Берриману за то, что он меня вылечил. Но теперь... Ай. Только не надо меня бить. Давай, собака. Кусай, кусай. Много-много раз. А, он все-таки доходит до меня, этот... Раб этот. Ага. Ну вот тут, кстати говоря, как видите... Ну вот, Арронакс сейчас... Он в такой оболочке. И теперь нужно использовать такое неслух устройство и не просто все. Ну вот и все. The defeat of Lucan and his henchmen, coupled with your freeing of the ghost of Bessie Toon, enabled Shrouded Hills to grow and become a thriving community once again. A new silver vein is discovered in the old Bessie Toon mine. Workers pour into town by the dozens, and within a few years, Shrouded Hills is a bustling boomtown. Such towns often have problems keeping the peace. Shrouded Hills has no such trouble, mainly due to the efforts of their new sheriff, Doc Roberts. Don Throg, because of the advice that you gave him, became a leading political activist in the fight for Orcish rights. In time, he legalized Orcish labor unions, secured the vote for all citizens regardless of race or gender, and became the champion of equal rights and justice in Tarant. Before long, he was begrudgingly voted into the Industrial Council, and in a few years, he sat at its head. Maximilian was returned to Dernholm, and all of Cumbria rejoiced in the return of their rightful king. Under the new rule of Maximilian, Cumbria quickly grew into a powerful nation, embracing both magic and technology. And once again, the proud banner of the Dragon Knights flew from the ramparts of Dernholm Castle, set there by their new captain, Liana Peldar. The long-standing deception of the Panari by the Dark Elves was finally brought to light. Alexander became the new High Priest of the Panari, and he wrote a new chapter for the Archaeon based on his experiences with the Living One. Loghaire Thunderstone never returned to his people,
and a distraught and confused Ranver assumed leadership over the Wheel clan. Without the strong king, the Dwarven clan splintered, and a bloody war followed. In time, Ranver gathered enough followers to put an end to the conflict, but the dwarves were never the same again, secluding themselves forever from the outside world. The Bedouin continued to live in the dark fens, fighting here and there with loggers and poachers, but mainly keeping to themselves. They continued to live the primitive lives of nomad hunters, and they never spoke with the elves of Kintara again. Upon returning to Arcanum, Arronakс buried his father on the Isle of Thanatos. Later he traveled to the Vendigroth Wastes, and there used his powers and single-handedly raised the city from the ruins it had become. Vendigroth again became a place of awe and wonder. Yet, after all of this, Arcanum is still what it always was, a place of possibility, a place of change. One thing is certain, and that is that nothing at all is ever certain in this place. Who's to say what the future holds for the land we call Arcanum? Ну вот, дорогие мои зрители, вот он, конец игры. Вот сейчас вот этот дяденька рассказывал нам, что произошло после того, как Kerghan был уничтожен и было использовано устройство Вендигрота для того, чтобы его навсегда с ним покончить. Когда он забрался в эту оболочку, ну, оказался там. Ну, то есть вот все хорошо, то есть стало после того, как я спас мир. Ну, там, конечно, говорилось о том, что король гномов, ну, то есть Логайр, он так и, видимо, не вернулся к своим в свой клан. Ну, в общем-то, ну, в принципе, его можно было как-то уговорить вернуться обратно к своему клану, но я так и решил не делать. Но, тем не менее, я все равно ну, играл за доброго персонажа. И, то есть, ну, сделал все так, чтобы все было прекрасно в этом мире и замечательно. Ну, что еще можно сказать? Это, на самом деле, хорошая игра, замечательная. Мне она нравится. В общем-то... Ну, я думаю, что в следующий раз мы вернемся, я вернусь, и, ну, в общем-то, на этом я попрощаюсь с вами пока ненадолго. Ну, в следующий раз, совсем скоро, я что-нибудь еще найду такое, что можно пройти. Конечно, в этой игре есть множество... великое множество ну, таких вещей, о которых можно рассказывать очень долго. И ну, я прошел Arcanum of Steamworks, Magick and Obscura. И в общем-то это был Керган. И до скорых встреч, дорогие друзья. Мы скоро увидимся.